Всем привет, друзья! Гоша и Чич на связи, и мы рады вас приветствовать на нашем канале. И сегодня в игре BMG Drive мы устроим испытания для самых дорогих и для самых дешевых машин в мире. Кто потратит меньше всего денег на прохождение 3 испытаний, тот и станет победителем. Так что скорее ставьте лайк под видео, и сейчас мы будем начинать. Так, Гош, я уже на старте, я уже выбрал одну машину, такую, подешевле я взял, за один доллар. Да, кстати, Гош, какая у нас валюта будет, неважно? Ну, Чич, да, давай все-таки, да, $1. И всего на сколько, миллион? Подожди, объясни еще раз правила. Не, Гош, ты же сам сказал, кто меньше всего потратит... Ой, я поехал, все, бампер потерял. Ну ладно, он мне не нужен. Такси за $1. Помчали, так, проходим полосу препятствий. Так, колесо отвалилось. Ну ничего страшного, на 3 доеду. Да, зато дешевле, зато за $1. Так, ну что-то недалеко я уехал. Так, Гош, все. Ну, начало неплохое. Так, Гош, а ты что там взял, купил? Бигфут, что ли? За сколько? Так, значит, взял Бигфут сразу же за 130 тысяч. Ну а что мелочиться, думаю. Сразу потрачу приличную сумму, чтобы пройти это испытание. Но я так посмотрел, потому что здесь очень много каких-то контейнеров, бугорков, которые надо проезжать. И вот Бигфут как раз, мне кажется, то, что нужно. Но главное, чтобы он не был слишком широким. Так, о, тихо, тут по контейнерам. Так, Чич, подожди, тут главное не перевернуться. Так, Гош, ты смотри, там где огонек горит, туда ехать нельзя, помнишь маршрут? Так, да, Чич, я тут, по-моему, немного не туда поехал, ну... Хотя, нет, можно же проехать по контейнерам. Так, тихо. Можно и по контейнерам, а можно и по болоту ехать. Так, ну у меня как раз вот Бигфут, и я могу выбирать. Хотя, стоп, я вот там, наверное, не проеду. Да. Тихо, главное не перевернуться. Бигфут мощный и может газовать, ускоряться, но... Главное, сильно не нажать на газ, а то можно запросто перевернуть. Так, а тут может спрыгнуть, так, разогнаться. Или нет, потихоньку. Так, Гош, ну ты это, конечно, даешь. 130 тысяч сразу потратил. Не, ну я так не буду, я потихоньку. Гош, ну это ты сразу, как бы, ну, далеко вырвался. Ну, точнее, не вырвался, это я сейчас вырвался вперед. Я сейчас возьму машину там, ну, за $100 возьму, но за 100 точно пройду, как бы. Поэтому, не знаю, Гош. Сначала, сразу со старта ты мне дал, так сказать, фору, да. Я далеко вырвусь вперед. Так, чуть подожди, мне надо еще доехать, как бы. Если я сразу пройду, то просто потрачу вот 130 тысяч. Так, тихо, по болоту вот еду. Так, за огоньки не заезжаю. И да, вот финиш, все. Фух, так, чуть, ну вот я с первого раза прошел, взял машину подороже, не экономил. И выполнил первое задание. Фух, ну 130 тысяч потратил, да. Не, ну Чич, если ты потратишь даже 10 тысяч, то это, конечно, будет серьезный успех и серьезный отрыв. Так, Гош, смотри, я беру вот такой какой-то корвет за $350 всего лишь. Да, 350. Ну и посмотри, едет нормально. Так, разгоняется двигатель, не глохнет. Так, тихо. Ну, может там окон нет, там что-нибудь ржавое, ну, с виду не важно. Это, у нас же испытание проходить вот полосу препятствий. Да. Кстати, следующее тоже будет испытание, там, по-моему, либо полоса препятствий, либо прыжки с трамплина. Так, ну это мы потом разберемся. Так, а пока что здесь поворачиваем. Так, тихо. Давай. Не понял. Так, что-то мощности не хватает. Нет, надо просто взять разгон. Разгон побольше. Опа! Давай. Есть, заехал. Ну вот, все. Я начал уже переживать, что не хватит мощности двигателя. Не, ну двигатель нормальный, старенький, но работает. Надеюсь, не заглохнет до финиша. Так, оп, тихо. Так, здесь. Так, куда ехать? Я не понял. А, здесь и вот огонек горит. Все. Сейчас доеду. Так, тихо. В болото заехал. Так, ну да. Гош, подожди, у тебя было преимущество то, что ты мог по контейнерам проехать и по грязи ты спокойно на огромных колесах. Так, а я, похоже, забуксовал. Так, не понял. Ну все, приехал, в болото тут застрял. Фух, ладно, придется другую машину брать. Вот такой джип. Взял за $2200. Да, вот. Так, Гоша, у нас все суммы суммируются. Так, а подожди, у нас сколько? Всего $1 миллион можно потратить? Или как мы будем делать? Или кто больше потратит, тот и проиграет, правильно? Да, Чич, давай все-таки у нас сумма, ну, у нас бюджет, так сказать, не ограничен, можем сколько угодно тратить. Ну да, кто больше потратит на выполнение 3 испытаний, тот и проиграет. Так, Чич, ну да, ты взял джип теперь побольше. Мне кажется, на нем ты сможешь доехать. Да, что он, 2000 всего лишь? Как-то недорого. Ну, я Бигфут, конечно, погорячился. Ну, цены у нас так примерно свои. Как бы, может, и Бигфут
по-настоящему чуть дешевле. Хотя, ну 130 тысяч, мне кажется, нормальная цена для такой машины. Огромные колеса. Там колеса только, наверное, тысяч по 10 одно колесо стоит. Так, Гош, да, согласен, подожди, ну чух, куда? Воу, я перевернулся, еще и загорелся, в огонь куда-то заехал. Так, ну все, приехали. А как я так на ровном месте? Так, ну ладно, Гош, что-то я подумал, да, экономить не буду, но все равно, вот отрыв уже есть, возьму вот трактор, он 36 тысяч всего лишь стоит. Ну, как бы прилично, ну, хотя я даже удивился, для трактора 36 тысяч дешево. Я думал, трактор 1100 хотя бы будет стоить. А этот, тихо, а это какой-то резвый. Вот, посмотри, резвый едет как надо. И всего лишь 36 тысяч. Да, так что надо, да, выбирать что-нибудь подешевле и чтобы оно нормально ехало. Да, кстати, Чич, тут может ведь быть непредсказуемо. Можно взять и машину за $1, а она кажется очень мощной и проходимой, ну, то есть, может быстро там ускоряться и не... Ну, разваливаться может, конечно, но как бы тут, да, тоже не угадаешь. Ну, с виду-то она может быть старой, но для выполнения задания как раз может и подходить. Так что надо, да, будет пробовать, экспериментировать и брать машины и подешевле, которые... Тут как бы нам не важно, да, с виду-то может машина быть красивой, выглядеть отлично, но на деле окажется, что она там еле едет. То есть тут, как говорится, по обертке судить не стоит сразу же. Так, да, Гош, согласен, подожди, но я тут на тракторе как раз по грязи. Я специально взял трактор, потому что можно вот по этому болоту спокойно проехать. Так, тихо. А вот здесь еще воды много, если в двигатель попадет, то заглохну, наверное. Не, ну проехал. А если бы на легковой ехал, тогда бы точно заглох. Да, поэтому нет смысла тратить на машины, на джипы. Сейчас на тракторе быстро промчусь по полям, по лесам, по болотам. Так, и почти на финише. Фух, так, Гош, давай уже можно... Так, ну ладно, сейчас доеду уже. И можно подводить итоги, кто сколько потратил. Ну ты точно 130 тысяч в первом испытании потратил. Не, ну Гош, ну ты сразу, мне кажется, погорячился. Можно вот было поэкспериментировать, взять какие-то машины подешевле, какие-то грузовики. Я вот уложился во сколько? Я вот примерно 38 551 доллар потратил. Вот так. Так что, Гош, получается сколько? Раза в 4 меньше, чем ты. Да, ну если до 40 грузить, ну плюс-минус, да, 4 раза меньше. Так, ну чуть молодец, видишь, что ты грамотно все проанализировал и выполнил задание намного дешевле, ну, намного меньше потратил на выполнение задания. Так, Чей, смотри, у нас здесь следующее испытание, здесь у нас с порталами будет, и сейчас мы будем прыгать здесь, в общем, вот с таких обрывов и приземляться. Так, ладно, Чич, ты первый, да, начинаешь? Да, Гош, я тоже решил сразу вот потратить нормально, ну, средне так, не как ты, конечно, 130 тысяч сразу, ну, 35, вот, 35 взял Toyota Runner и, Гош, подожди, мы в порталах, ух ты, телепортировался. Так, Гош, подожди, здесь надо проехать, получается, все порталы. Ну, вот, то есть это, так сказать, лесенка такая. Телепортируемся. Гош, прикольно, классно. Так, а тут чем дальше портал, ну, то есть, чем выше этот спуск, ну, точнее, обрыв, да. Опа. Так, а я взял Toyota Runner, да, Runner, джип, и пока что нормально держусь. Так, давай. Так, куда я заехал? Ничего себе. Так, ну здесь уже высоковато было. Так, я почти проехал, что ли? Нет, доползу. Я что, за 35 тысяч просто так потратил? Так, нет, не рассчитал. Но еще оставалось последний этот портал, последний обрыв, но не доехал. Так, господи, ты на чем, на автобусе, что ли, решил? Ну да, Чич, нашел вот автобус. 600 долларов всего лишь. И можно... тихо. Можно ехать так. Но он старенький, конечно, но ползет. Ну это так, для того, чтобы, ну, ознакомиться, так сказать, с этой полосой препятствий, с этими порталами. Ну да, в прошлый раз я как бы сразу взял Бигфут. Ну я примерно увидел, ну там, что
полоса вроде бы препятствие несложное, просто проехать по контейнерам, там по болоту, и думаю, Бигфут справится. Но вот здесь надо сначала протестировать, плюс еще тут платформы прыгает. Так, ну смотри, Чич, мой автобус уже доезжает до 3-го уровня, да, тут давай уровнями считать. Так, или где я? А, нет, это 2-й только. А, не, внизу 1-й был, да, 3-й уже. Так, воу, тихо, 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 тихо. Главное колеса, чтобы не отлетели. Так, не перевернуться. Так, ух, ничего себе, мой автобус затанцевал. Все, нет, перевернулся. Ух, ну это было весело. Так, ну ладно, давай твоя попытка. Так, Гош, я решил вот такой джип взять. Хаммер, по-моему, да, какой-то. Ну, в общем, мощный. Вроде бы как. Главное, чтобы колеса не отваливались. Да, я понял, Гош. Чтобы колеса были очень мощные. И сейчас я, надеюсь, быстро промчусь по этой, так сказать, лестнице. О, отлично, еще перепрыгиваю. Да, здесь надо чуть-чуть ускоряться, чтобы перепрыгивать вот эти платформы. Да, потому что они тоже могут нанести дополнительные повреждения. Так, телепортнулся. Полетели. Опа, есть. Суп, так, не, ну это уже, конечно, посадка не такая мягкая, да. Но чем выше обрыв, чем... О, тихо, 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 тихо. Так, кстати, сколько он стоит? Я так и не посмотрел. 100... Сколько? 182 тысячи. Вот это да, вот это я взял, думаю, на цену даже не глянул. Не, ну 180, в принципе, не, ну многовато, но если доеду, то ладно уже, пусть будет. А если сейчас еще и не доеду, тогда это будет печально. Так, это последний. Вау, перевернулся. Кувырок. Так, надо... Больше, это считается вот сюда. Оп, доехал. О, фух, 3. Спрыгнул с последнего, да? Считается? Ну да, Чич, надо с последнего спрыгнуть и вот доехать там до этого. Молодец, ну вот видишь, не зря 182 тысячи потратил. Так, а я возьму вот такой вот аппарат, тарантас такой, шестиколесный. И мне кажется, так, а стоит, сколько он стоит? Он всего лишь $980. Стоит дешевый, но на вид, мне кажется, подходит для таких прыжков. Опа, есть, хорошо, шестиколесный, то, что нужно. Колеса не слишком большие, но зато приземляется нормально. Так, здесь посильнее разгонимся. О, есть! Так, следующий портал. Телепортируемся. Так, это что, последнее уже? Нет, это предпоследний. Ай! Слишком сильно разогнался. Не дополз до портала. Эх, немножко погнулся мой аппарат. Так, ладно, Чич, подожди, это ты, получается, прошел, и теперь мне надо проходить. Я беру тогда багги. Вот такой багги нашел всего лишь $300. Гош, да где ты такие машины находишь? Я как начинаю смотреть, там что-то по 10 тысяч. Не, ну в прошлом раунде были какие-то дешевые. В этом я искал, ничего особо не нашел. Не, ну как бы есть дешевые, но мне кажется, они не особо подходят для этого испытания. Вот баги тоже, Гош, ты взял какие-то маленькие колеса, она низкая, Гош, ты на ней не доедешь. Зря только $300, мне кажется, потратил. Так, Чич, подожди, я же тебе говорил, не суди по обложке, по обертке. Главное то, что внутри, может, там мощные сильные амортизаторы, да, на колесах стоят. И благодаря им, и вот чуть-чуть отвалилась крыша. И главное, чтобы машина не переклоняла при прыжке. А она легкая, вот эта багги. И мне кажется, она будет приземляться вот так, тихо-тихо. Да, хорошо. Вот так, видишь, нормально приземляется. И все, последний, получается, сейчас будет прыжок. Еще телепортировались. И главное, нормально приземлиться. Хотя это уже считается, что прошел, да? Опа! Долетели. Да, вот до этого участка долететь. Ух, все, Чич, прошел, получается. За $300. Так уж ничего себе, не, ну круто. Не, ну последний прыжок уже, конечно, серьезные повреждения машина получает, но все равно да прошел. Так, Гош, подожди, это сколько ты потратил там? Так, Чич, подожди, сейчас посчитаем. Да, Гош, ладно, все, третье испытание. А, ну подожди, у меня там, по-моему, 250 тысяч потрачено, а у тебя примерно 130. Да, Гош, ты уже теперь лидируешь. Я уже много потратил. Это из-за этого джипа Хаммера 180 тысяч на него потратил. Так, ладно, Гош, беру Nissan Silva, $2200.
долларов всего лишь. И здесь мы будем прыгать с трамплинов и перепрыгивать шипы. Ух, ничего себе, так, а их здесь много. Оу, приземляемся. Так, вот такое испытание, кстати, да. Мы сразу не сказали, что здесь надо перепрыгивать шипы. А их там очень много. Так вот, здесь, похоже, надо брать машины помощнее. Гоночные какие-то. Да, гоночные машины, они в основном все дорогие. Да, чуть согласен, поэтому я сразу беру Audi R8 за 235 тысяч. И полетели. Давай, перелети. Что я? 235 тысяч. Вот так просто вот взял и об шипы. Так, ну ничего, ну мы в игре можем машины растартить, поэтому ничего страшного. Так, Чич, это что? На чем ты поехал? Гош, тихо, у меня тут все схвачено. Это у меня развалюха 3000. Ну, точнее, не 3000 она стоит, это просто развалюха 3000, а стоит она $430. И сейчас я, возможно... Воу! Я как-то раньше подпрыгнул. Не, ну до шипов долетел, и то хорошо, да. Оп. Зато эффектно так приземлился. Так, ну это того стоило. Так, Чич, ну интересно, конечно. Да ладно, я Макларен беру. 415 тысяч. Чич, как тебе такие суммы? Я уже решил по полной тратить, так тратить. Потому что надо перепрыгнуть. Мне кажется, ну здесь как минимум вот такие гоночные машины нужны. Но тут и расстояние небольшое. Тут надо... ну почти долетел. Но зато эффектно приземлился. Разгон. Мало места для разгона. Поэтому здесь нужны какие-то машины побыстрее, чтобы набирали обороты. За 3 секунды до 100 километров разгонялись. Ну да, Гош, согласен, может быть. Но я возьму BMW такую старенькую. Не, ну место есть для разгона. Вот может сейчас получится на ней перелететь шипы. Полетели. Давай. И... Нет. Не хватило мощности двигателя. Так, Гоша, может как-то... Тут есть какой-то режим, что в спорт можно переключиться на какой-то на такой недорогой машине и перелететь. Так, Гош, подожди, это что ты взял? Погани? Она же стоит там миллион. Нет, Чич, не миллион. 1 300 000 и... Воу. Так, тихо. Это чуть я не улетел куда-то в космос, но перелетаю. Есть. Фух, все, приземляюсь. Так, отлично. Все, перевернулись. Так, Чич, ну я выполнил задание, но потратил очень много. Это получается там 200, вначале 235 тысяч, потом 415, и сейчас 1 300 000. Это 1 950 000 я потратил. Да, 1 950 000. А все вместе за все 3 раунда я потратил 2 085 888 долларов. Вот так, вот столько я потратил. Так, уж подожди, но мне кажется, сейчас поменьше. Да, я взял болид старый, но он тоже 130 тысяч вот за этот болид отдал. 130 тысяч, представляешь? И куда я прилетел? Никуда. Вот зря я его взял, прям чувствовал, что не надо его брать. Так, ладно, Гош, подожди. Я понял, у меня есть запас. Я беру Lamborghini. Самую быструю нашел какую-то. Ну, вроде как сказали, Lamborghini. 1 600 000. Дороже, чем Пагани, Гош, твоя. 1 600 000. И даже если я... Так, ну сейчас опасно, конечно. Если не перелечу... Так, ну перелетаю. Фу. Отлично. Ну, вот это я, конечно... поволновался, потому что решил рискнуть, думаю, потрачу миллион и все равно. Хотя стоп. Да, это была последняя попытка. Если бы я сейчас не перелетел, тогда бы я проиграл. Вот это, конечно, рисковал. Так, Гош, смотри, я потратил в этом раунде 1 770 630. А всего за 3 раунда 2 26 181 доллар. Вот столько. Но это меньше тебя получается. Насколько у тебя там... Ну, у нас по 2 миллиона мы вдвоем потратили, но у тебя 85 тысяч, а у меня 26. Ну, это примерно сколько? На 50 тысяч, ну, плюс-минус. Правильно, минус, да, 85 минус 26. Это сколько у нас получается? 59, да? Правильно? Ну да, чуть все равно ты меньше потратил, но рисковал, конечно, в последнем раунде, потому что если б на ламбе не перелетел, тогда бы сколько у тебя там, 50 тысяч, на 50 тысяч, я думаю, ты никакую здесь машину не купил для того, чтобы перепрыгнуть эти шипы. Ну, молодец, рискнул, выиграл.
Поздравляю с победой. Вот такое у нас испытание было. Друзья, если вам все понравилось, тогда ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Ну а с вами были Гоша и Чич. Всем прекрасного настроения. До скорых встреч. Пока-пока.